Геральт, я как раз начала скучать по тебе. Наверное, от прежней колдуни тебе досталось порядочно рухляди. Это еще мягко сказано. Хочешь взглянуть? Да, с удовольствием. До свидания. Широкие тяжелые колеса. Фургон торговца. Утопцы и водяная баба. Мои любимцы.
Свернул с дороги на всем ходу. Нехорошо. Ну да, если торговец путешествует по Велину в одиночку, добром это не кончится. Куски мяса Катаблепоса? Интересно, для какого такого заклинания? Техник поврежден, но ничего магического я не чувствую. Хотел бы я знать, как Кейра это объяснит. Человеческое, артериальное. Он не мог далеко уйти. Спрятался и ждал помощи. Помощь не пришла. Вот тебе и велен. Сухое красное из зубарана. Южный склон с привкусом черной смородины и цитрусовых. Жаль. И ветер. Повешу твою башку у седла. Нехорошо.
Геральт, я как раз начала скучать по тебе. Я достал вещества, которые ты просила. Прекрасно. Теперь можно заняться двойным древесным расхождением. Но сначала... Нагреешь вина с пряностями? Я видел, что было в телеге. Мясо, дорогие вина, зериканские пряности. Ничего магического. Может, скажешь, что ты задумала? Я лучше покажу. Но придется немного подождать. Ты меня заинтриговала. Ладно, я подожду. Тогда брысь на двор. Будешь наряжаться? Позже. Не торопись. Ну, иди, жди перед домом. Благодарю за терпение. Я почти готова.
Что это? Если бы я хотел увидеть белых мышек, я бы просто напился. Обрати внимание, я сказала почти. Не мешай. Мышей в лошадей? Трансфигурация 3-го уровня? Впечатляет. Но я все-таки не понимаю. Знаешь сказку о Золушке? И даже реальную историю. Во Дворцовом пруду появился Ридер и проглотил принцессу Сендрилу. От нее осталась одна туфелька и... Умоляю, ни слова больше о Ригерах. Вернемся к сказке. Я мечтаю, что в одну волшебную ночь сбегу с этих жутких болот. Добрая крестная мне не нужна, чары я и сама наложу. Но от прекрасного принца я бы не отказалась. И выходит так, что ты единственный достойный кандидат во всем Велине. Итак, что ты скажешь насчет поездки верхом в лунном свете и об ужине? Звучит заманчиво. Я вряд ли смогу отказаться. Но перед отъездом есть еще одно дело. Превратишь тыкву в карету? Нет, превращу наши мерзкие лохмотья во что-нибудь поприличнее. Не кривись. Это просто иллюзия, совсем не больно. А на рассвете все станет, как было. Ну давай, гулять так гулять. Тогда держись. Гвелла-клан! Ну, как тебе? Вырез не слишком скромный? В самый раз. Я могла бы заодно изменить цвет твоих волос. Мне всегда нравились брюнеты. Ну да ладно. На безрыбье и рак рыба. Но все, в путь. Ужин ждет. Последний моет посуду. Но! Хей, хей! Эй, Золушка, смотри, шею не сверни. Попробуй догони. Я думала, ты ездишь верхом лучше. Заметь, я скакал на мыши. Для того, кто разъезжает на плотве, в этом не должно быть никакой сложности. Теперь понимаешь, зачем мне понадобились эти субстанции? Говядина с корицей и гвоздикой, жареный каплун с шалотом. Дело того стоило. Тебе налить белого или... Сухого красного. Ну пусть сперва подышит. Вот это да! Не думала, что ты ценитель вин. Думаешь, ведьмаки питаются салом из утопцев и запивают его водой из лужи? Примерно так. Ну ладно, хватит разговоров на пустой желудок, давай есть. Наверное, это обошлось тебе в целое состояние. Может, мне вложиться? Да нет, оставь. Мне на жизнь хватает. Знаешь, 10 яиц там, 3 ощипанных курочки здесь. И вообще мои финансовые дела скоро пойдут в гору. Ладно, заинтриговала. Мы что-то отмечаем? Да,
Возвращение к жизни. Но не об этом я хотела поговорить. Еще раз спасибо за помощь с башней. Ты был великолепен. Это не первое проклятие, которое я снял. Но одно из самых трудных, верно? На острове такое творилось, как подумаю, меня в дрожь бросает. И лаборатория, надеюсь, ты все там сжег? Клетки, трупы, бумаги? Лабораторию я не уничтожил, если ты об этом. Да и зачем? Если изобретения Александера попадут не в те руки... Хотя... У Коломницы ужасная репутация. Теперь туда никто и не сунется. Может, и беспокоиться не о чем. Извини, я затронула такую мрачную тему во время романтического ужина. Романтического? Я думал, мы здесь как друзья. Друзья. И не только. Но... Твоя сказка, твои правила. Правда? Тогда закрой глаза и досчитай до 10. 1, 2, 3, 4. Ну ладно, хватит. Кейра, хочешь поиграть в прятки? Почему нет? Жаль, туфли могла бы и не снимать. Ну и куда делась Золушка? Ты меня нашел. Поздравляю. Я могу рассчитывать на награду? У меня ничего нет, но я что-нибудь придумаю. Знаешь, как называется то созвездие в Зерикании? Наверняка как-нибудь с драконом. Нет, у него другое название. Немного неприличное. Давай я шепну его тебе на ушко. Эвганинав. Кейра, где... Усыпила меня заклинанием. Значит, она что-то задумала. Башня на Коломнице.
свет в верхнем этаже башни. Ну как? Ты нашла, что искала? Да, спасибо, что спросил. Как себя чувствуешь? Выспался? Зачем тебе эти бумаги? Ну как же? Чтобы продолжить исследования, прерванные трагической смертью ученого. Александр исследовал чуму Катрионы. Я хочу использовать его заметки, чтобы создать лекарство. Или хотя бы вакцину. Ага. Из чисто гуманитарных соображений, да? Нет. Я действую из соображений чисто эгоистических. Сильные мира сего дорого заплатят за такую панацею. Например, Родовид. Возможно, он даже согласится забыть о моих прошлых связях с ложей. Или ты слишком наивна, или снова пытаешься меня обмануть. О чем это ты? Родовид хочет одного — победить Имгыра. Лекарство против чумы ему не поможет, значит, он либо сожжет тебя на костре, вместе с этими заметками, либо заставит тебя создать новое оружие. Не говори глупостей. Заражение нельзя контролировать. Пока нет. Но теоретически все возможно, правда? Теоретически, возможно скрестить таксу с волколаком. У меня нет времени на диспуты, Геральт. Я еду к Родовиду, нравится тебе это или нет? На твоей совести будут сотни, тысячи жизней. Может и так. Но какая разница, примут нильфгаарцы смерть от железа или от долбанных бактерий? Никакой. Разница только в том, что чума может выйти из-под контроля, а меч нет. Заткнись на минуточку и посмотри на меня. Ты видишь эти следы? Меня покусали клопы. Ты понимаешь? У меня тут клопы, Геральт. У меня Кейра Мец, советница короля Фольтеста и члена ложи чародеек. Что бы ты ни сказал, я больше ни дня не останусь на этих болотах. Ни дня. Но если я пересеку Понтар, люди Родовида рано или поздно меня достанут. Значит, придется с ним договариваться. У меня нет выбора, понимаешь? Есть третий выход. Поезжай в Каэр Морхен. Думаешь, там я буду в безопасности? Думаю, да. Если только не выведешь Ламберта из себя. В любом случае, ни Имгыр, ни Родовид тебя там не достанут. Роскоши не жди, но чистые простыни в замке найдутся. Путь не близкий. Но если держаться леса и как-нибудь перейти Пустульские горы, может и получится попасть туда незаметно. Я попробую. Не могу же я тебе отказать. Да, я разбираюсь в женщинах. Именно поэтому, прежде чем мы попрощаемся, отдай мне эти заметки. Хорошо, забирай их уже и выметайся. Прощай, Геральт. Точнее, до свидания.
Но! Бывало, что в Страшно базарные высокая дни сало на пошлина. телегах горой Берегись, лежало. Супольстанов. Свинина копченая, Ведь это вы солонина, путников колбаса, пропускаете, а не блины. родовитых. А хорошему тебе советую. Чертов скок обходи 10-й дорогой. А что такое? Там пусто. Каждый Никакой грешник дороги сгорит не в вечном будет. огне. Эй, ты! Чего надо? Я по поводу объявления. Кажется, у вас неприятности с каким-то чудовищем. Неприятности? Эк, ты ладно выразился. Да мы, сука, в самой черной жопе. Вот такие у нас неприятности. Сидит какая-то кудлатая хуйня в лесу и нападает на каждый грёбаный транспорт, который едет по большаку. У нас уже болты кончаются, стрелы, провиант. Нехорошо. Послал я пару людей, чтобы глянули, что там и как. А они не вернулись. Дело такое. Принесешь мне башку этой манды, получишь золото. Сколько в объявлении написано? Торговаться не буду. Квартирмейстер больше не даст. Но могу от себя добавить грамоту, с которой можно через понтер перейти. Ну так как? По рукам? Неплохое предложение. Посмотрю, что можно сделать. Тихонькая лежала, спокойненькая. Да здравствует, О, да добро. здравствует. Плевать меня тянет от сегодняшней Ничего не жратвы. остается, только молиться и просить, чтобы нас зло миновало. Для такого нужна большая сила. В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых топий.
Можете выходить, я вам ничего не сделаю. Ты когда в последний раз ела? Неделю назад. Половинку жареной белки. А потом еще немного ягод. Почему вы одни в такой глуши? Где ваши родители? А вот черные убили. Другие сами нас из дому выгнали. Больно много ртов кормить. Возьми-ка, поделись с остальными. Это нам? Правда? Вот спасибо. Вот вам тогда. За вашу доброту. Убьешь всех чудовищ? Чужой! Я есть хочу. У моего папы тоже когда-то был меч. А ты любишь сверчков? Ты их грызешь или глотаешь? Что это у тебя с рожей? Следы когтей, тупых зубов. Здесь пировали трупоеды. Но они сбежались на все готовое. Все разграблено. Или кто-то свистнул груз уже после нападения монстра, или наш монстр коллекционирует боеприпасы. Раны как от когтей, а здесь стрела, обломанная у самого тела. Следы ног. Кто-то выжил. Или чудовище похоже на человека. Что-то здесь не так. Пойду по следам. Здесь стоит осмотреться.
Еще один шаг, и у тебя в башке будет лишняя дырка, Деина. Чего ты тут ищешь? Я должен поговорить с твоим командиром по важному делу. Я тебе не верю. Я догадался, когда ты навел на меня лук. Ты все еще держишь меня на прицеле. Я не буду делать никаких глупостей, уверяю тебя. Тогда отдай мне оружие. Ну, давай мечи. Сними их, и я отведу тебя к Вернусиэль. Хорошо, веди. Ватгерн? Интересно. Мы здесь на чудовищ не жалуемся. Вы нет, а вот эриданцы уверены, что в лесу завелась какая-то бестия и наняли меня, чтобы я ее убил. Но это они ошиблись. Не в первый раз, впрочем. Здесь нет никакой бестии, и тебе здесь делать нечего. Это не шутки, погибли люди. Погибли солдаты. Солдаты Родовида, которые преследуют Айнсиды от Великого моря до Синих гор, которые участвовали в погромах, пытали наших братьев и насиловали наших сестер. Я не буду их оплакивать. Мы не перестанем нападать на эти транспорты. Мы должны есть так же, как и вы. Так что у тебя две возможности. Уйти отсюда и забыть обо всем, что ты здесь видел. Или умереть. Делайте, что хотите, я не буду вмешиваться. Отдайте ему его вещи. И добавьте еще что-нибудь с этих транспортов. Мудрые решения достойны награды. Лафаль.
Страшно высокая пошлина. Так не я ее устанавливаю, а король. Так ведь это вы путников пропускаете. А хорош? Тебе советую. Чертов скок обходи 10-й дорогой. Ну, наконец-то. Ну как, нашел чудовище? Нет никакого чудовища в лесу Скаэтаэля. Скотаэли, говоришь? А я-то думал, мы от этих крыс давно избавились. Так что, перерезал ты их? Эльфы не чудовища, поэтому нет. Но если с ними что-нибудь случится, я жалеть не буду. Ну, конечно, не будешь. Хороший нелюдь, мертвый нелюдь, как говаривал мой батька. Ну, награды я тебе дать не могу, потому как ты задание не выполнил. Зато вот, держи пропуск. За то, что донес властям про все, что нужно. А со скотаэлями мы уж сами разберемся. Только откуда его взять, честно? Что с нами дальше будет? Ачи! Хвороба какая-то меня пробрала. А дикая охота на них напала за то, что они хозяйкам чести не оказывали. Сплетни плетут, лишь бы плести. Чтобы хоть мой...